Здравствуйте, дамы и господа. И сегодня у нас уже ставшая привычной, в принципе, рубрика «Готовимся к ивенту». Ивент называется у нас «Цикл жизни» или «Cycle of Life». И там будут такие легендарные герои, как Фредди Повелитель Ужаса, Дискордия и Огрок. Ивент начнется 3 декабря. К сожалению, я 3 декабря работаю, поэтому стрим будет либо вечером по ивенту, где-то в районе 9 часов вечера, либо уже в субботу с утра проведем. Но по-любому стрим будет, потому что у меня на работе не будет возможности заниматься этим, да и я не хочу. Ничего страшного, даже если я день пропущу, ну, ради контента почему бы и нет. Ну, а мы переходим, соответственно, к героям. Из всех этих героев у меня нету эпической ипостаси Огрока. То есть не выпала она мне тогда, и вот за это все время она мне так и не упала нигде. Ни в магазине не появилась, абсолютно нигде. То есть нету ее и все. Ну, будем выбивать. Ну, Огр это у нас хайлайнер такой своеобразный этого ивента. Он будет в 3 главе, то есть главный герой. Поэтому мы начинаем с 1 главы. 1 глава это у нас Фредди. И, соответственно, это Пугало. Очень хороший герой для ямы и башни. Ни больше, ни меньше. Имеет перерождение, наносит урон небольшой врагам порядка, при этом 2 раза, так как при перерождении опять. Вот, в принципе, и все, что о нем можно сказать. Урон, соответственно, усиливается с прокачкой. Вот, по пробуждениям он у меня, получается, пробужден 1 раз на 11 уровне. На 16 я его еще не гнал. Вот как-то так. По поводу духовных связей его. Это, соответственно, у нас Мистер Дьявол, Кощей, ТНТ, Ящер и Фрост. Дерево и опять же Кощей, синяя его версия, и синяя версия ТНТ. Вот, в принципе, больше о нем и сказать-то нечего. Следующий у нас это Доктор Страха. Это уже поинтереснее версия Фреддика. Атакован дает атаковавшему врагу способность в начале хода получает 10. То есть минимум 2 врага, ну или 1 в одном ряду получат эти десятки. И имеет перерождение. Он у меня также готов к пробуждению. Вот на 11 уровне. Ну, ждем рост. И там уже будем пробуждать, качать. По духовным связям его. Здесь у нас, соответственно, Ди+, Кощей и ТНТ. Растение или нет, это цветок-людоед. Цветок-людоед, вот эпическая версия Огрока, которой у меня нету. Мистер Дьявол, Кощей, ТНТ. То есть весь Фредди завязан вот именно на ТНТ, Кощея и Дьявола. Ну, вот, в принципе, опять же, яма башни. Ну, куда его еще посоветуешь? В лигу он, к сожалению, не зайдет. Но герой интересный, неплохой, и когда он выпадает в той же самой башне, я доволен. Так, ну и, соответственно, божественная ипостась, это Фредди, Хозяин Ужаса. Это, пожалуй, основной герой, которого я хотел бы получить с этого ивента. Ну и в идеале догнать его хотя бы до 16 уровня. Чтобы вот так это все выглядело. Но пока пользуемся тем, что есть. И, соответственно, наносит урон всем героям, кроме Хаоса, при выходе. При смерти дает случайному врагу, кроме зданий, способность при смерти призывает Фредди Хозяина Ужаса в первый ряд врага. Осталось 3 раза. То есть все это очень вроде как запутанно выглядит, но на самом деле все просто. То есть вы ходите, например, первым, ставите Фредди. Он, соответственно, наносит 23 там кустикам, еще чему-то, ну, кроме Хаоса, опять же, который относится к фракции Хаоса, деревьям, там еще чему-то. Все это, соответственно, допустим, сносит, там атакует Варлорда. Враг выпускает, соответственно, своего героя, он убивает Фредди, и Фредди вливается в него. При этом, когда он в него вливается, то есть при смерти дает врагу со способностью при смерти призывает Фредди Хозяина Ужаса, способность при атаке получает 16. То есть Фредди в него влился, герой этот атакует, в котором Фредди находится, получает 16 урона, что приближает его к смерти и очередному выпуску Фредди. То есть вот осталось 3 раза. 3 перерождения у Фредди получается. Ну, если опять же, либо у вас его не засалят, либо вы его не засалите, когда он будет находиться в противнике. Поэтому с Фредди нужно играть аккуратно.
всегда держать в первом ряду одно место хотя бы, чтобы он мог появиться. Потому что если мест нет, соответственно, Фредди не появится. Просто уйдет в пустоту. Вот. Ну и, соответственно, каждый раз, когда он будет появляться после перерождения, он будет наносить урон всем врагам, кроме Хаоса. То есть великолепный герой, очень полезен, особенно с Дроганом, как и Мистер Дьявол, то есть потому что у него масуха, он ее наносит, и, соответственно, Варлорд получает урон. Вот. В принципе, все, что могу сказать о Фредди. Очень его жду и хочу действительно прокачать. Мне даже Огрок так не нужен, тот же самый, или Дискордия. Ну, потом объясню, когда будем Дискордию обсуждать. Вот, все, что касается Фредди. Герой хороший. Выпал, поздравляю. Так, по духовным связям его, соответственно, это... Ой, как это все. Вот, забываю вечно. Джакси. Джакси громовой кулак. Все, вспомнил. Вспомнил. Джакси громовой кулак. Ящер. Снейк принц ящер. Болтс. Соответственно, это у нас Тритон. Морган. Ди плюс Кощей. И ТНТ. То есть, ну, как я и говорил, здесь все завязано на ТНТ, Кощея. Ну и вот еще на легендарке Ди плюс появляется. Ну, а здесь понамешано, как обычно, всего. Один из природы, один из хаоса, один из порядка. Вот так это все выглядит. И мы переходим, соответственно, к следующему герою. Следующий герой это у нас Дискордия, 2 глава. Соответственно, первая это колдунья. Колдунья, опять же, замечательно заходит в той же самой башне. Башне или яме, например. Ну, в яме в некоторых случаях, в башне чаще. То есть наносит урон всем героям, кроме хаоса, при выходе. И имеет небольшой вампиризм. Она у меня пробуждена, получается, 2 раза, на 11 и 16 уровне. Вот пробудить ее на 21, она получит очень солидную прибавку к урону. Соответственно, будет наносить 55 уже урона. Пока наносит 24, ну и это нередко помогает в той же самой башне. По духовным связям у нее, соответственно, Влад, Мистер Дьявол, Ванакаури. Не помню, кто это у нас. Сейчас посмотрим, чтобы вас не обманывать. Так, это у нас порядок. Синька. Это кто-то в конце должен быть, да. Это у нас... я понял. Это у нас Аполлон. Ну, сложно, сложно. Очень сложно. Такое запоминать, все эти синьки, очень сложно. Это, соответственно, Аполлон, будущий принц, топор, дерево опять же, и Тенгу. Вот такие вот духовные связи. Не могу сказать, что, опять же, самые простые духовные связи в этом ивенте, они практически не пересекаются с самим ивентом. И это сложно будет для новичков. Ну, ребят, крепитесь. Переходим мы на эпическую версию. Жонглер хаоса. Соответственно, дает плюс атаку союзникам хаоса. И вот, что уже неплохо, дает дополнительную атаку случайному союзнику. То есть новички ее могут использовать. Кстати, раз уже заговорили о новичках, будет выходить у меня серия видео на, ну, можно сказать, на твинке. Такой аккаунт, я его в свое время что-то создал в Стиме и забросил благополучно. Ну, сейчас решил воскресить, и стартуем мы там с 16 лиги, 2 главы приключений. Соответственно, буду показывать все. Как, чего, как развиваемся. Сейчас там коплю изумруды, коплю золотишко. Ну и потихонечку собираю героев. В принципе, там уже такая легендарная пачка подобралась. Просто вот смотришь иногда, отвлекусь немножечко от темы, по поводу учеников. Еще я понимаю, когда человек, то есть, окончательно как бы забросил игру. То есть, ну, он сыграл там 10 игр и бросил. Больше удивляет, когда человек дошел до 18 лиги и сидит на 18 лиге там по месяцу, по 2. У меня было, что и 3 месяца человек сидел на 18 лиге. Я стартовал с 20 лиги. Вот, то есть я тогда бросил на 20 лиге играть. За один день, то есть с 20 лиги, я дошел до 16, в которой и начну вам свое повествование по поводу того аккаунта. Ну, там будет все-таки больше серия для новичков. Ну, кому интересно, как говорится, милости просим. Ладно, возвращаемся к жонглеру хаоса, соответственно, дает доп. Атаку. Очень сильно это может помочь, особенно если у вас там какой-то сильный герой по типу дьявола, например, стоит, вы ему дали доп. Атаку, он 2 раза проатаковал с доп. Уроном. Ну и на низких лигах он может, в принципе, вынести вообще противника. Вот. По поводу духовных связей здесь, это у нас Ванакаури.
Кристалл и Сова. Цезарь. Ой, сейчас посмотрим. Вот, ребята, извините, но буду периодически смотреть, потому что многие эпики и вот такое я не запоминаю. Это, по-моему, Жанна. Да, это Жанна. Но лучше лишний раз убедиться, чтобы вас не дезинформировать. Это у нас Жанна. Соответственно, Ярость Бури, Башня — это Тесла, и Драгара. Вот что касается духовных связей жонглера. Ну и, соответственно, последняя ипостась. И как я считал и все равно считаю, что это лучший стрелок хаоса. Не, конечно, не во всех аспектах. Во всех аспектах невозможно быть лучшим. Но в плане мгновенного эффекта это все-таки лучший герой, вот, ну скажем так, поддержки. Потому что она дает 2 доп. Атаки случайным союзникам. То есть это моментально, это не руны Харона. То есть она вышла, дала 2 атаки. В конце хода дает, соответственно, атаку союзникам хаоса. И при смерти наносит урон врагам ближнего боя. То есть у меня это 29 единиц урона. Ну что о ней можно сказать? Она зайдет везде, абсолютно везде. Она будет полезной, ну, понятно, что и в яме, и в башне. В лиге я ее очень много играл и регулярно ее встречаю. В приключениях тоже есть немало глав, где она очень сильно поможет. Ну, что тут сказать? Для меня это топчик. Она вот у меня, получается, пробуждена 2 раза. 6 и 11. И вот сейчас потихонечку продвигаемся к 16. На 16 у нее вот атака вырастет союзником хаоса. Так, по духовным связям ее. Это, соответственно, Мизу, Жанна, Ханака, Диана Иштмала, Ми Ярость Бури и Черномор. Такие вот духовные связи. Опять же, с ивентом не взаимосвязаны они. Так, ну и теперь переходим, соответственно, к 3 главе. 3 глава — это у нас Огрок. И первая ипостась — это Циклоп. Циклоп. Вражеский варлорд атакован, получает атаку и имеет регенерацию. Ну и больше здесь сказать-то нечего. Яма башня. И то не самый лучший, скажем так, вариант. По духовным связям это у нас Ба, Генерал Зарма и Дискордия. Вот первая появляется взаимосвязь с этим ивентом. Соответственно, Мясник и Агония, ТНТ и Генерал Зарма и, соответственно, Колдунья. Запомнил. Вот. Ну, больше нет нечего сказать по этому герою. По поводу эпика я уже сказал, ребят, у меня его нет. Поэтому я вам просто озвучу характеристики его. То есть, соответственно, это у нас... Так, секундочку. Одноглазый людоед. Соответственно, это эпическая версия. Хаос, ближник, полумужской. По его умениям. Дает минус на первом самом уровне. Дает минус 2 атаки врагам в линии. И, соответственно, второе его умение. Атакован варлорд. Он наносит 4 урона 2 случайным врагам. Вот как-то так. По поводу его духовных связей давайте поговорим. Соответственно, первая его духовная связь — это жонглер кинжалами. Вторая — это эпическая версия генерала Зармы. Третья — это эпическая версия Медузы. Третья — это у нас эпическая версия Иштмалы и эпическая версия ТНТ Мистер Бум. Четвертая его, соответственно, связь душ — это Дискордия, Генерал Зарма и Анак, Принцесса Дракон. То есть вот так вот выглядит эпическая версия. Ничего, соответственно, именно в опытном плане я о ней сказать не могу. Но по умениям это опять же башня, яма. Ну, все. Нечего больше здесь добавить. Ну и давайте перейдем к легендарной версии. Здесь уже все немножечко, конечно же, поинтереснее. Это у нас, соответственно,
Получает блок за каждого врага, кроме зданий, при выходе. Это все при выходе. При атаке наносит 9, ну, опять же, на моем уровне, врагам дальнего боя. То есть вот это уже интересно. Немножечко он пробивает дальников, пусть по чуть-чуть, но при пробуждениях это вырастет. Ну и, соответственно, в конце хода исцеляет союзного варлорда на энное количество здоровья за каждого раненого врага. То есть это небольшой подхил, небольшое танкование и небольшой урон. То есть такой, грубо говоря, герой-универсал, но в лиге я его не вижу от слова совсем. По-моему, за все это время он попался мне 2 раза, если не ошибаюсь. И это было в младших лигах. То есть, видно, у людей просто не было вариантов. Поэтому они взяли этого Ограка, вождя Ограка. Ну, в принципе, вот как-то так получается по поводу его духовных связей. Это, соответственно, Лоскут, Медуза, Диана. Электродед уже вот настолько в голову впился, это Мьёльнир. Это Линшао. Соответственно, Анак, принцесса Дракон и генерал Зарма. И Дискордия. То есть здесь тоже взаимосвязь, как видите, Дискордия. Ну и получается, только по Ограку можно как-то связи сделать, если вы совсем новичок. То есть это будет довольно проблематично. Довольно трудно, но куда деваться. Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать по поводу этого ивента. Пожелать вам, конечно же, удачи. Чтобы нападало больше тех героев, каких вы хотите. Я вот хочу Фредди, ну и надеюсь, мне упадет Фредди. И буквально еще в завершении пару слов по поводу баланса. То есть в очередной раз нам подали инфу. Я ее выкладывал у себя в телеге. Кстати, кто еще не с нами, welcome. Всегда рады, всегда будем стараться помочь чем-то. Ну и все такое. Как видите, я вот продвинулся уже почти к 8 лиге. И просто хотел зачитать вам эту новость. Она, ну, можно сказать, проходная. То есть вот они пишут, что мы всегда ищем способы улучшить баланс и сделать игровой процесс для вас более захватывающим. Благодаря вашей обратной связи мы смогли обнаружить, что некоторые из игроков периодически сталкиваются с противниками, значительно превосходящими их по мощи. Но опять же, тут дело такое. Нам удалось исправить эту несправедливость, и сегодня, 29 ноября, мы внесем небольшие изменения в систему подбора соперников, чтобы сделать ваше продвижение по лигам еще более приятным. Соперники в Зале Славы все реже будут казаться такими непобедимыми, ведь они будут максимально приближены к вашей мощи в пределах лиги. То есть, опять же, дело такое, 50 на 50. Приближены к моей мощи по лиге. Лига 19700 моя подразумевает максимальную мощь. Ну, рекомендованную, но она же, в принципе, и максимальная. У меня вот сейчас на данный момент, ну вот мой отряд, 13900. То есть, в принципе, я могу вот собрать 16420, ну, понятно, что я этого делать не буду. Но суть в том, что реально стало играть легче, соперники попадаются, я не скажу, что вот они легкие, то есть, что прям на проходную, нет. Приходится и голову поломать, и ресурсы на полную использовать, и партии частенько сейчас затягиваются там до 12-13 хода у меня лично. Ну, потому что я все-таки играю больше от дефа, у меня в атаку идут в основном все-таки это Грейс для атаки, все остальные это больше деф. Ну и вот Зарму я сейчас заигрываю, и, кстати, очень даже неплохо он идет за счет вот этого умения. Если он хотя бы 3 хода постоит, то там уже по 69 он вылупливает непрямого урона, и это здорово. Ну и плюс танчиков он выпускает, когда первое приходит, допустим, нет у меня Шаамуны на первом стаке, я ставлю Зарму. То есть если противник поставит против него атаку, либо я хожу вторым, ставлю против противника, то есть минимум 2 он обычно выпускает. А это уже неплохо, это уже трата ресурсов противника. Плюс набор героев вокруг, ради которых можно стрика использовать. Он нанесет больше урона. Плюс есть чем прикрыть ту же самую Грейс. Ну и вот все в таком роде. Все еще думаю я все-таки Мертвый Лорд или Санта. Ну, здесь дело такое, на любителя. В общем, как-то вот так вот это получается. Но на самом деле баланс, да, стал более щадящим. То есть противники попадаются... Голову надо поломать, но проходимую. То есть вот так я выражусь. Ну и в принципе все. На этом я заканчиваю. Говорю вам всем, ребят, спасибо за просмотр. Жду всех на стриме по ивенту. Ну и удачи. Пока-пока, ребят. Пока.